Сегодня я покажу свой пешеходный маршрут и бесплатные достопримечательности Санкт-Петербурга. Маршрут приблизительно такой. Мы начали с парка Екатерингоф. Это небольшой парк на юго-западе Адмиралтейского района. История этого места началась в 1703 году. Парк расположен на одноименном острове, который ограничен Екатеринговкой, Бумажным каналом и рекой Таракановкой. Разрешение на строительство дал император Александр II. Строительство затянулось на 10 лет и завершилось лишь к 1893 году. Внутри очень просторно и светло. Здесь уникальная акустика. Говорят, что даже слова, произнесенные шепотом, слышно метров за 10. Прямо перед нами большой зал синагоги и Арон Кадеш, ковчег, куда вложены 7 свитков Торы, которые внесли сюда при освящении. На втором этаже, слева и справа, женский молельный зал. Люстра покрыта настоящим серебром. Ее приобрели в начале 20 века. Изначально она работала на газу. Это точная копия светильника, украшающего синагогу в Берлине. Колонны, которыми он украшен, напоминают о бронзовых столбах, стоящих у входа в первый храм. Это самая большая синагога в России, с молельным залом на 1200 мест, и вторая по величине синагога Европы. В ротонде царит полумрак, поэтому качество картинки будет не очень. Здание было возведено в 1780-1790-х годах. Архитектор неизвестен. Знаменитая ротонда появилась здесь при перестройке 1856 года академиком архитектуры Винтергальтером. Одна из легенд гласит, что некогда здесь находилась масонская ложа. Другая говорит, что сюда приходил просто поколдовать Григорий Распутин. В перечне объектов культурного наследия здание по адресу Гороховой, 57 именуется домом Яковлевых или домом Евментьева. Это бывшие владельцы. Первый из них – хозяин нескольких мясных лавок Савва Яковлевич Яковлев и его потомки. Дом принадлежал их фамилии до конца 1870-х годов. Что касается последнего дома владельца, почетного гражданина Александра Фадеевича Евментьева, то он являлся собственником кирпичного завода. На первом этаже ротонды расположился смотритель. Это жилой дом, всего квартир в Парадной 6. Жители, безусловно, устают от такого наплыва туристов. Во второй половине XX века ротонда стала культовым местом среди неформальной ленинградской молодежи. Здесь бывали Виктор Цой, Янка Дягилева, Александр Башлачев. Благодаря легендам, среди ценителей мистики и загадок, ротонда превратилась в место исполнения желаний. Каждый может оставить здесь свое желание.
Далее, минуя Исаакиевский собор, мы идем в Летний сад. Собор – крупнейший православный храм в Санкт-Петербурге. Своим появлением собор обязан Петру Первому. В строительстве собора принимало участие около 4000 человек. Торжественная закладка храма произошла 26 июня 1818 года. Строительство заняло 40 лет. Только на создание фундамента ушло около 5 лет. Летний сад основан в 1704 году Петром I. Он стал летней городской резиденцией императора. Фонтан на Царицынской площадке назван в честь Екатерины I, супруги Петра Великого. Здесь обычно императрица принимала дам. В 1707 году на территории Летнего сада стали появляться первые скульптуры. Гербовый фонтан свое название получил благодаря резным двуглавым орлам, красовавшимся в центре. Они были вырезаны из дуба знаменитым мастером Кондратом Ганом. Менажерийный пруд, в центре которого располагался островок с беседкой, был сооружен в 1720-х годах. Восстановлен по сохранившимся чертежам в 2011 году. Памятник Крылову был открыт 12 мая 1855 года. Монумент является одним из первых памятников русским литераторам и первым установленным в Петербурге. Скульптура выполнена из бронзы. Крылов изображен в раздумьях, сидящим на камне, держащим в руках раскрытую книгу. Пьедестал из темно-серого сердобольского гранита украшен бронзовыми горельефными композициями, исполненными Клоттом по рисункам художника Агина на сюжеты наиболее известных басен Крылова. Рядом с центральной аллеей был построен птичник в виде индокитайской пагоды, где содержались орлы, черные аисты, дикобраз, синяя лисица и соболи. Часть птиц свободно расхаживала, а часть находилась в небольших клетках. В 1777 году птичник пострадал во время наводнения. Восстановлен в 2010 году. Коронный фонтан свое название получил по форме водных струй, образующих композицию, похожую на корону. Две крытые пересекающиеся аллеи в крестовом гульбище образуют в плане крест. В центре располагается фонтан. В этой аллее даже в самый солнечный день тень. Фонтан Лакоста назван в честь одного из придворных шутов – Лакосты, служившего, начиная с Петра I, 4 российским монархам. Малая оранжерея Летнего сада была предназначена для хранения в ней в холодное время года экзотических растений. Перед ней располагается участок, получивший название «Красный сад». На его грядках выращивали аптекарские травы и овощи. После реконструкции 2008 года вся зеленая зона огорожена решетками.
Карпиев пруд относится к пейзажной части ансамбля летнего сада. Расположен в южной части сада, вблизи входа со стороны набережной реки Мойки. Имеет прямоугольную форму, а со стороны Мойки имеет закругление.